Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, где вас ждет удача. У нас с вами будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Я тут ищу наши брошечки, чтобы сделать для вас обозначение. Итак, взяла я таро для всех возрастов. Очень такая интересная, неординарная колода. Что у нас на дне? А на дне у нас 9 мечей. Если вы сейчас грустите, знайте, что это абсолютно надумано. На самом деле то, что вы представили, нереально. И какие бы плохие мысли вас не посещали, это всего лишь мысли. Вот об этом вам хотят сказать сегодня высшие силы через дно колоды. Где вас ждет удача? Первая карта на позиции – это вы глазами высших сил на сегодняшний день, когда вы смотрите это видео. Напоминаю, что именно когда смотрите видео, не когда оно снято. То есть никакого толку от даты записи нет. Все зависит от того, когда вы его именно открыли. Итак, перед вами 4 позиции. Первая позиция, вторая позиция, третья и четвертая. Выберите ту, которая вам больше всего по душе, но я советую первую карту смотреть и в другой позиции, если вдруг вы поняли, что карта вам не соответствует. Также напоминаю, что можно смотреть позиции и для других людей, ну то есть, допустим, от лица любимого человека или там для мамы посмотреть, где вас ждет удача. Вот такое сегодня у нас видео, вот такой расклад. И те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Переходите на свой тайм-код. Мы начинаем с первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак, наша стрекозка. И первая карта – это вы сегодня, как вас видят высшие силы. Ну, вот смотрите, сразу же, да, карта показывает, что вы целеустремленный, яркий, замечательный человек, который сам создавал себя, свой имидж. Очень много усилий вы потратили на то, чтобы быть там, где вы сейчас. Ну, вы энергичный, вы огненный человек, у вас очень большой потенциал в жизни. И, конечно, вы можете стать успешным. Вы добиться можете чего угодно. Своими руками сделать, что захотите. Создать свой мир, создать свою реальность, задать свои правила. Даже можете стать лидером какого-то общественного движения в любом обществе, да, то есть даже в политике можете пойти в политику легко. У вас есть к этому способности, лидерские качества, замечательный такой вот прям яркий характер, харизма и подвешенный язык. Я считаю, что так. Если вы сейчас в себе немножко не уверены, то зря, потому что человек-то вы достойный, и люди, скорее всего, вас ценят и уважают. Если вам показалось, что это совершенно не соответствует действительности, значит, вы себя можете занижать внутренне, но высшие силы вас видят именно достойным человеком для счастья и для богатства. И, может быть, даже для власти, потому что вы будете достойным управителем и для людей сделаете только хорошее. Хорошо, давайте посмотрим, а где же ждет вас удача. Где вас ждет удача? На корабле вас ждет удача. В другой стране, наверное, да. Вот смотрите, карты здесь четко показали, что на расстоянии от вас ждет удача в другой стране или в другом городе, потому что 2 карты намекнули на то, что возможен отъезд или просто сама по себе удача, до нее нужно ехать, да, она находится где-то, ваша удача, в другом месте.
Может быть, вы даже догадываетесь, в каком месте. Вот жить нужно там, где и ваше сердце живет на самом деле. Жить нужно там, где, может быть, ваши корни когда-то зародились, там ваших родственников. То есть не там, где ваша мама с папой родились даже, а может быть там еще дальше. Либо где нравится вам культура, самобытность, изучать там эту страну, допустим, да, или этот город. Также, может быть, там, где возможности есть для бизнеса, для работы, для вас, именно для вашей специфики. Вот бывает такое, что ты хороший специалист, но там, где ты живешь, тебе мало платят. Извиняюсь за мотоцикл. Но там, куда вы можете уехать, вас, допустим, могут оценить, вам могут много платить. И получается, что вот эта троечка кубков, она показывает изобилие, она показывает праздник жизни, но в другом месте, да, вот. А также ваше счастье, ваша удача могут вас ждать, допустим, в транспорте, в автомобиле, там, в машине, в поезде, в самолете. Ну, тогда вы можете быть по профессии связаны с транспортом каким-то образом. Ну, не знаю, там, машинист, стюардесса, проводница, кто угодно. Но главнее всего здесь все-таки, наверное, другое место. Вот, допустим, живете вы на севере, а вам на юг, или в центральные районы. Живете вы там, не знаю, в Индии, а вам там в США. Или вы живете в Европе, а вам нужно в Азию. Понимаете, о чем я? Вот. И да, ваша удача именно в другом месте, но нужно как-то это все вам связать воедино, ну, то есть понять, а что это за место. И у каждого, конечно, кто смотрит это видео, оно будет разным, потому что там, где ваше сердце, там и ваша удача. Что-то вот где-то вам нравится. Вот я уже рассказывала, мой сын хочет посетить Японию. Может быть, там его удача, да, на расстоянии от того места, где он живет. Вот. Мой муж хочет посетить Индию. Тоже, может быть, там его удача. Вот где-то, где ваше сердце. Ну, вот такая позиция номер 1. А мы идем дальше. Позиции номер 2. Где вас ждет удача? И первая карта, вы глазами высших сил на сегодняшний день, вот узнаете ли вы себя, да, тройка жезлов. Ну, карта показывает, что вы такой вот человек яркий, индивидуалист, прирожденный торговец. И также кто-то, кто сейчас пытается в жизни удержать равновесие и старается сделать все, чтобы сохранить энергию для нового скачка вперед, нового прыжка вперед. Вообще карта замечательная тем, что она говорит о вашей крепости, о вашей индивидуальности, яркости. И думаю, что многие люди согласятся, вы не совсем стандартный, неординарный, интересный вот такой человек, собеседник для многих. Карта всегда показывает склонность к изучению чего бы то ни было. И она также всегда говорит о том, что и человеку интересно, допустим, там, не знаю, перемещаться, путешествовать, интересоваться другими людьми, другими сообществами. Сейчас вы живете в переходном периоде, где ставите новые задачи. И эти задачи вы скоро будете достигать, решать. И также вам нужно решить ряд ваших насущных проблем. Карта неплохая на самом деле. Вы не в плохом состоянии, вы не в подавленном состоянии живете, а наоборот, в оптимистичном. Вы верите, что медленно, но верно можно достичь любой своей цели. Хорошо, давайте посмотрим, а где вас ждет удача? Смотрите, карты здесь показали, что удача вас ждет в том месте, где вам придется рисковать. Вот бывает такое, что начинаешь дело, бизнес, там, я не знаю, с кем-то работу, сотрудничество, ты как бы рискуешь, и вот этот риск, он будет у вас оправдан. Вот там вас ждет удача, в вашем риске и в том месте, где нужно рисковать. Самое смешное, что
вы как будто бы должны пройти полосу препятствий ради вашей удачи и приобрести все то, что вы себе желали. То есть вы можете дойти до зоны комфорта, богатства, изобилия и всего там самого хорошего. Именно у вас дело-то в деньгах, да, вот дело именно в ресурсах, в богатстве. То есть ваша удача не состоит, допустим, в отношениях, или ваша удача не состоит в наборе энергии. У вас как бы вот такое чувство, хватает всего этого. Или вы не считаете это лишней удачей какой-то там необычным чем-то. А вот деньги, вы как будто бы очень хотите изобилия в жизни, и приобрести это изобилие, может быть, с путем чего-то нестандартного. И вот это нестандартное добавляет риска, да. И также здесь много как бы конкуренции в этом деле. В какой-то, не знаю, работе, бизнесе. Однако кто не рискует, тот не пьет шампанского, да, как говорят. Рискуя, вы приобретаете все, но я не заставляю вас рисковать. Я просто знаю здесь, судя по картам, что удача ваша в этом риске содержится. То есть, да, есть люди такие, которые могут сделать этот шаг в пропасть и потом приобрести все для себя. И, конечно, для этого нужно прям сутками работать, сутками что-то делать, чтобы преодолеть все существующие препятствия и, естественно, каких-то конкурентов. Но это ваш путь золотой, да, золотой путь к богатству, процветанию, изобилию. Вот так вот. Такая позиция номер 2. А мы идем дальше. Где вас ждет удача? 3 позиция. Сегодня позиции у нас такие необычные, интересные. Давайте посмотрим, кто вы. Так, вы у нас вообще очень такой интересный человек, начитанный, я бы сказала, или просто умный, идущий по пути духовного развития, и чаще всего вы можете быть интровертом, да, то есть не очень сильно умеете быстро раскрываться перед людьми и не очень общительны. Вообще карта на самом деле очень изобильная. Значит, энергия изобилия уже присутствует в вашей жизни. Вы как будто бы ни в чем не нуждаетесь. И, соответственно, сконцентрированы уже просто на духовном росте и на том, чтобы что-то познать, да, внутри себя, там, в окружающем мире. Высшие силы вас очень уважают и считают, что на вас можно положиться другим людям. Вы можете их чему-то научить. Вы можете быть духовным учителем для многих, но также и сами осваивать постоянно духовную практику и стать вот таким вот искателем себя, да. Вы уже искатель себя. Вы уже можете постичь, там, не знаю, какие-то такие уже науки, там, эзотерические, или астрологию, там, нумерологию, вот все такое. То есть раскрытие идет ваших способностей на сегодняшний день. Хорошо, давайте посмотрим, где вас ждет удача. Самое интересное, что удача ждет вас в отношениях. Вы знаете, карты здесь показали, что вы встретите кого-то, с кем очень-очень-очень интересно, или встретили уже. И развивая отношения, вы приобретаете удачу. Вы как бы по жизни такое чувство больше одиночка, но удача кроется в сотрудничестве, содействии, отношениях, скорее всего, как любовных все же. Удача кроется именно в том, чтобы научиться с кем-то быть. Вот представляете, именно научиться по-настоящему душой с кем-то быть. Не просто присутствовать, да, и все, там, сожительствовать и все, да, поддерживать общение пустое, нет, а именно быть, как сказать, как 2 половинки, что ли, одного целого. Но для этого вам придется чем-то немножко пожертвовать, во-первых, а во-вторых,
долго притираться, потому что вы не умеете. Вот. Но как только вы приобретаете рядом этого человека вот по-настоящему, вас удача будет преследовать, она будет во всем вам сопутствовать и никогда вас не покинет, если вы будете поддерживать отношения с этим человеком. Все дело в любви, понимаете? Все дело не только в духовном развитии вашей жизни, а в том, чтобы научиться любить кого-то и любить вместе с этим весь мир. И также, естественно, полюбить и простить себя. В этом ваша удача. Остальное все просто прилепится, там и здоровье, и дети, и там и деньги, и энергия, что угодно. Даже открытия какие-то, да. Но вот у вас именно вот такая вот с кем-то должна быть, не знаю, сочетаемость и как с кем-то союз должен быть. Вот такая у нас позиция номер 3. А мы идем дальше к позиции номер 4, где вас ждет удача. Давайте посмотрим, кто к нам пришел на расклад, как вас видят высшие силы. Ну, здесь вас видят довольно умным, строгим человеком, начитанным, логиком, с хорошим вкусом, требующим от себя и от других. Немножко суховатым человеком, холодноватым, справедливым, да. И, конечно, карта показывает, что вы во многом разбираетесь, очень умны. И специалист, может быть, в каком-то деле, работе. Вы привыкли, что с детства вас подвергали как муштре, да? Или, как сказать, дисциплине. И научились дисциплинировать в итоге себя и окружающих. Поэтому многим людям с вами сложно находиться, и вы уже начинаете ощущать себя несколько одиноким человеком или просто не сочетающимся с другими людьми. Однако вас это может не совсем тяготить. Вы можете обложиться, например, книгами или предметами там, роскоши или там какими-нибудь раритетами искусства, предметами искусства или еще что-то. Может быть, вас это устроит. Ну и также карта показывает, что вы можете быть гораздо красивее, например, внешне других людей. Это тоже немножко их пугает. Вот что-то в вас других пугает, да, постоянно. Что-нибудь, да. Что-нибудь, да. Но при этом, если вы раскроетесь перед кем-то, он может стать счастливым человеком. Вы можете кого-то осчастливить своим присутствием. Но вам нужно быть всегда просто добрее. Воспринимать этого человека как своего ребенка скорее. Хотя к детям тоже бывает относятся очень строго. Я вам этого не советую. Хорошо, давайте посмотрим, а где же ваша удача? Где вас ждет удача? Ну, вы знаете, так интересно, ваша удача на другой работе. Вы как будто бы в какой-то профессии специалист, но себя исчерпали на том месте, где работаете. Может быть такое, что вы как специалист нужны в другом месте. И там будете чувствовать себя в своей тарелке с большим заработком и поднимете там еще больше самооценку. И просто, может быть, место надоело, одна и та же обстановка надоела. Пора менять обстановку. Но это именно касается работы, дела, бизнеса, профессии, не знаю. Какого-то места вот именно связанного с бизнесом, работой, дислокацией вашей. Вообще на работе мы проводим большую часть времени, большую часть нашей жизни. И на последнее место ее не поставишь, да? И вот ваша удача, да, вот в этой работе. То есть вы можете где-то прям очень много зарабатывать. Больше, может, в 3 раза, чем сейчас где-то, где вы сейчас находитесь. И, может, если вы вообще без работы, тогда нужно идти на работу. Или там в какой-то бизнес податься. Потому что вас там явно ждет успех, удача. Вам там повезет, и вы там станете более счастливы. И, естественно, ждет поток изобилия. Именно вот на другом месте, на новом месте каком-то. Старое место не приносит ничего.
Ну, либо ваш дом просто, где вы там живете и не работаете. Допустим, если вы вдруг не работаете. Ну, конечно, у вас такая карта личности, да, что, скорее всего, вы работаете. Скорее всего, вы чем-то заняты постоянно. И, соответственно, вот смена обстановки пойдет вам колоссально на пользу. Вы посчитаете, что сделали очень удачный выбор. Главное все взвесить. Ну, вот такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.